Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите канал T-Game. Добро пожаловать в рубрику «Эпичные битвы», где у нас вновь столкнулись темные эльфы и варвары. Все уже знают не понаслышке, что варвары имба, бич и средних, и маленьких, и больших карт, но Лига смелая вновь пытается их побить. Сегодня у нас битва Ираны и Хагиш. Вновь Хагиш. И мы заходим в таверну, чтобы посмотреть. Ну, кстати, первые даже по таверне. 311 кентавров. 665 гоблинов. 234 вармонгера. 9 циклопов. До последнего я надеялся, что не будет у него сильно много седьмых существ, но он их всех отстроил. 23 нападения. Вот так все выглядит. На карте не было ментора, да и прокачка всю карту падала как попало. Падала отвратительно, поэтому я сразу вас предупрежу, что вы увидите говнище полное в прокачке. Но артефакты собрались неплохо. У нас посох Сарысы, чтобы не было резистов. Кольцо скорости, кольцо глаз дракона, корона льва. Том магии света, больше ничего сюда толком-то и не было. Он нам дает хотя бы какие-то возможности божий месть ту же кинуть, если получится. С амулетом некроманта и плащом у нас полусет, поэтому уменьшаем скорость. Есть сандалики для статов, для БД удачи. Вот такой набор артефактов. Ну и подкова имеется. Итого у нас 3 боевой дух, удача 5. Прокачка. Планировалось здесь на менторе и проклятую землю брать, чтобы кровь сбивать. И острый ум должен был идти через логистику. И вообще все пошло не так. Тут я планировал выходить в тьму. Ну, землю брать и с острым умом раньше ходить, контролить сразу. Но видим мы в итоге вот такое дерьмо. Да и вместо нападения стоило под этот билд брать защиту, но защита не падала, а уровень был уже 20-й. Пришлось брать, в общем-то, нападение. Ну, вот такое. Армия следующая под тьмушника, под кастера, под обычного. Мегеры, потому что они жирнее, минотавры жирные. И инвизники. В общем-то, гидры на регенке. Дракончики. Вот такой штукой играем. У нас имеется тьма, но не полная. Мы нашли берс и ослепление. Мы надеемся, что все-таки на берсах можно растащить, если у него нет защиты от берса. Я очень надеюсь, что у него нет щита от берса. Очень надеюсь. Чистое поле! Боже, чистое поле, ни одного камушка, ни задоринки, ни ворсинки, ни волосинки. Как тут драться, просто не понимаю, против варвара. 150 маны. Это кошмар, это ад, это трэш. Инвизников ставим по углам, в принципе. Хотя можно одного инвизника на центр поставить. В угол минотавров традиционно спрятать, гидрой запереть. Сюда вот так. Ну, Мегера, скорость 8. Если угадаю с кентаврами, то хорошо, побегу, заблокирую. И также есть идея заблокировать выстрел драконами. Ударить ими и стоять. Но это все же лучше, чем просто стрелу поймать. Маслину, так сказать. Вот такая расстановка. Угадал. Почему у него такая инициатива? Или мне кажется, что здесь что-то не так. Я могу, конечно, в цифрах путаться, но... Ладно, окей. А то просто, ну, по стихиям не повезло немного. Чтобы он не стрелял, я буду резать. 18 всего. 124. Если кто-то мне напишет, что зря я блокировал, нет. Он все равно мог стрельнуть и убить любой стэк. Такая тема. Да, минус фурии, но здесь невыгодно было стоять на месте, все равно. Мы ждем хода героя с нетерпением. Если получится, то будет замечательно. Гоблины сейчас будут портить каст герою. Также может не пройти каст из-за гоблинов. Он двигает кентавра. Цель Ирана. Так, уходим в инвиз. Какая у него скорость? Скорость 6, скорость 3, скорость 5.
понятно. 4-7. Я бы мог вырезать, в принципе. Я пока ожидание нажму. 0-1. Ой, не хочется драконом вот так вот залетать. У меня может удача выпасть, конечно. Давайте я ударю, пожалуй, циклопа с гоблинами. Гоблинов нужно подрезать. А, нет стрельбы у нее. Тогда можно не бить. Может, тогда она не ваншотнет дракона. Я нажму оборону сейчас. Здесь уйдем в невидимость. Ну, можно рассей, конечно, кинуть. А потом в инвиз уйти. Он все равно не успевает ничего сделать. Давайте я сейчас рассей кину с ведьмы, потом уйду в инвиз. Но у соперника тоже не было ментора. Да не чекал я перса, чувак. У меня нет сокола. Нет орла у меня. Не могу я чекать. Но я вижу, что тоже не собранная, не до конца собранная раскачка. Отражение брал против Лиги Теней. В принципе, правильно. Боялся кастов. Искусственное нападение, искусственная защита. Что еще нужно варвару? Подмога на боевого кентавра. Хорошо, что ярости Орды нет, а то было бы сейчас больно. Цепные молнии пошли. Кентавр с рассеем не должен ничего сделать толком. Пожалуйста, пусть у него не будет долбаного щита. Ой, не добил. Подмогой добил. Ну, инвизников я не знаю, куда перемещать. На клеточками похожу. Пожалуйста. Нет, у него нет щита. Фух. Надо сейчас берсить, по идее, кентавров, чтобы они не стреляли издалека, чтобы он всеми войсками ко мне пытался бежать. Скорость у него мало, я еще раз берс дам. Берсить нужно именно кентавра, а не кого-то еще. Но у меня заклинание может из-за гоблинов не получиться. Ой, хорошо. Ха-ха-ха-ха! Аплодисменты товарищу варвару. Просто аплодисменты. Не сработала порча магии, и гоблины словили за это берс. Это просто, вот, это комбо-вомбо. Просто, я даю берс на кента, просто аплодисменты в студию. И берс еще и сюда кладется. Но это, я считаю, это шикос просто. Россия, невидимка. Так, давайте я в невидимку уйду. Гоблин вообще дико накосячил. Гоблин заруинил катку просто. Вот, вот так ему, циклоп, вот так ему, кидай его нахрен. Вот это поворот вообще. Просто дикий трэш. Он отбегает, но сейчас кентавр будет бить дочку. Пусть у него вынесет полностью. Какая-то жесть. Надеемся также сейчас, что рекорд у нас по зрителям на стриме побьется. 531 зритель был. Я не помню, у нас 526 вроде рекорд, да? Фиксируйте, пожалуйста, кто-нибудь, ребят. Рекорд. Ой, красиво. Красивый ваншот. Да, нужно циклопов берсить, абсолютно точно. Соглашусь. Будем бить драконом в ближнем бою. Он все равно до меня не доходит. От виверны избавимся. Иначе она мне... Ой, хорошо, 9 снял. Иначе она мне из инвизников выбьет. Гоблин заберсился, потому что... он портил заклинание, порча не удалась. Вот он, собственно, и заберсился. Наверх пойду. Так, есть у меня вариант дать массовое замедление сейчас. Я могу еще берса дать. Тут на гидру выходит вармонгер, это неприятно. Насколько у меня ослепление? На 6 ходов. 6 ходов ослепления. Он вожаком может разбудить, поэтому это бесполезный ход. Инициатива на 40%. Давайте замедление кинем. Немножко нужно варвара поубавить, чтобы он до меня так шустро не бежал. Ставим в оборону. Баллисточка нарезает. Рассей, кара, замедление, разрушающий луч.
Не знаю даже. Что здесь кастовать? Защиту на 5 можно понизить, допустим, Вармонгеру. Циклопов можно. Так, надо подумать, ребят. Рассей можно на Вармонгера дать, в принципе. Надо же его как-то потом ковырять. Так, гоблин сейчас очень смачно ударит по циклопу. Я надеюсь... Надеюсь, это будет больно. 4. Отлично. Ну, 4 циклопа это неплохо. Вожака слепить это было бы не очень. У него сопереживание. У него сопереживаха. Теперь как-нибудь бы мне отсюда убежать, чтобы он меня не просветил. Но он просветит по-любому, да? С этой клетки не должен просветить никак. Ай, 24 гидры очень больно. Ну, мы вармов можем слепить потом. Надо с вожаком расправиться. Какая боль. Так, а мы вожака-то заберсить сейчас можем. Вожак когда там ходит? Можно и циклопа берсить. Давайте кровь сбивать. 5, хорошо. 45 крови потеряно. Рассей, медля, ружка. Кого я буду берсить? Циклопов мало, чтобы их берсить. Лучше Вармонгера слепить или вожака слепить. Вот сейчас можно вожака слепить. Я тут в оборону уйду, потому что вожак сейчас ослеплен будет. «588! Офигеть! Вот это маслина! 5200 урона. 5200, Карл. Я могу сейчас выйти из инвиза. 1.30 невидимость все равно, потому что мы сейчас без ответа можем долбануть по кому-нибудь. Нанести ему урон и затравить еще. Так, у нас тут берс кончился на ребятах. Ну, можно слепку давать потом уже. Вот этого бить нельзя. Можно вот этого вырезать, парня. 548 зрителей. Фиксируем рекорд, ребят, кто-нибудь, фиксируем. Вармонгер очень опасный. У него Рассей медля, он вообще почти не ходит, инициатива 7. Его бы начать разбирать как-то. Буду бить. С удачи 20, хорошо. Хотя бы там кровь улетела вся. Отлично. Пусть он режет их, он хотя бы тогда от телок отвлекся, они стоят там в инвизе. Ковыряет меня. Как-нибудь здесь уже справимся. Попытаемся. Надо слепить кентавра сейчас. Ага, у него пугалка есть. Офигеть. Так, ослепление. А знаете что, вот этот мудак его разбудит берсом. Поэтому нет смысла. Слепить его надо берсить. А, он если что... тележку будет ломать в ближнем бою. Потом палатку. Короче, вообще кукуха поедет. Можно перевести, в принципе, в другую часть поля. Да может и ГГ лиги, но я попробую потащить. Так, там варм уже ходит, блин, пипец. Не успел я еще раз сходить до него. Я так надеялся, что и рано сходит. Надо оборонку жать. Да, мы сейчас урон на божеместе посмотрим. Паукай от яда сдох. Так, 50 улетело. Этот сколько в ослепе еще? 4,88. Буду стоять, наверное, вот здесь.
Замело Россия, Рушка. 21. Не знаю, мне был бы почин, я бы как-то свел их вместе. Там еще яд будет. Давайте я порушу. 10, 15, 1, 8, 12. Надо вот сюда убежать. Попытки просто расконтролить. Фух, хорошо сразу не сдохли. Попытки сразу не сдохнуть здесь лигой против варвара. 166 уже рекорд. Так. Далее. Смотрим урон с томика света на божеместе. А, у нас ускор же еще есть. А у нас никакой абсолютно урон. Божеместь у нас здесь не решает. Воскресы, кстати, есть. Они могут помочь немножко. Слепление 4,60. Давайте слепить теперь вармонгеров. Вообще, давайте по наплыву. Да, ребят, если вы смотрите стрим и не поставили лайк, пожалуйста, поставьте. Ведь у нас тут такое творится на стриме, не каждый день увидишь. Поставьте, чтобы трансляцию продвинуть немножко. Но циклоп здесь не так больно бахает, как варм. Вармонгера нужно слепить. Контролем вармонгера. Есть разрушающий луч. Опять же, рушим вармов. Чем убивать вообще? Непонятно. Так, хорошо, один еще улетает. Мы сейчас будем отбегать. Куда-нибудь вот сюда. Мораль. Ай, они стреляют. Почему они стали бить свои машины? Я рассчитывал на удар по машинам. Вот это хрень. Надо слепить тогда их. Да всех ослепим сейчас. Просто ослепим. Лол, я почему-то реально думал, что он будет бить машины. В ближнем бою все-таки приоритет. Ставим. Тут ослепка еще пока не кончается. Инвиз кончился. Сюда встану. Да, машины не блокируют. Я уже понял косяк. В этом косяк. 574 зрителя. 507. Обратно пошла. Лол. Так, ладно. Сейчас следить за ослеплениями, в принципе, нужно. Как-то так встать, чтобы я, если что, до кента доставал. Чтобы они по мне не шмальнули. Короче, ослеп 4,60. Чекаем ослепы 5,30. Вот на нем нет. На нем надо потом обновить будет. Ну, слепим и циклопа. Всех ослепили. Все в ослепе. Все юниты варвара в ослепе. Массовый ослеп, блин. Так, ослепление 4,97. Давайте баллисту будем бить. С удачи даже выпилил сразу. Офигеть. Можно берса дать куда-нибудь, чтобы они здесь сцепились, потом девушку начинаю... Вампирку на девушку начинаю вырезать. Девушка может раздамажить кентавров, в принципе. Это да. Это может. У меня регенка есть. Здесь она особо как бы не отыграет сейчас. Ускорение у меня есть. Телепорт есть, если что. Антимагия. Божеместь вообще ничего не бьет. Так, думаем. Думаем, что бы сделать. Воскресы вообще вялые очень. Мы можем воскрешать, чтобы он нас дольше... Да, пока ослеп есть. Тут только берсом вывозить, но можно наделить от всякого говна на воскрешать.
Скорбь можно развесить еще. А скорбь-то вообще надолго, да, полетит? 24 хода. Давайте скорбь сейчас дам на Вармонгера. Хорошо, я тут рядом буду. По шкале. Сейчас пока вот сюда пойдем. Повырезаю машины. Скорбь можно дать и вот сюда, чтобы в ближнем бою ковырять с вампиркой. Так, за заслепами следим. 4,60, 1,80. Ближайший это варм. Надо потом на варма давать. Скорбь вот сюда. Обмазываем тьмой методично. Палатку зарежем. 14,22. Но такой урон еще потому что... Может мне циклопов раздамажить? Сейчас пока подожду. Пока не буду ничего бить. Я бы циклопов предварительно тоже задебафал сначала. Воскреси Мегеру, разбуди варма, дай берс варму и пусть лупит. Но он, видите, он не доходит особо. Хотя, если ему дать берс, он же... Эту часть как раз. Пока они стоят в ослепе. Ну да, это хорошая идея. Пока в ослепе стоят, к ним варм придет и убьет их. У нас есть план, ребят. У нас есть план. Какой-то вот такой он будет. Телок с ножа, но он пока их не ковыряет. Ой, я бы обновил ослепление вот здесь. 1,10. Но потом. Сейчас дадим берс варму. Берс на Вармонгера даем. Вампирка и берс на хозяйку тоже хорошая схема. Да, хорошая. Так. Пока постоим. Скоро берс. Он еще там ходить, возможно, не будет. Ослеп 0,40. Так. Ослеп, вешаем обратно. Ты у нас постоишь, парень. Ты у нас просто постоишь. А, мораль, хорошо. Воскрешение. Геймплей тупика, говорит. Он сейчас героем тогда... Мне лучше героем-то и разбудить. Ману, чтоб не тратить. У нас же по мане просят вообще. Не так много маны. Давайте лучше так бить. Зачем нам 15 маны на воскрес тратить? Когда можно с руки ткнуть. Одна всего лишь. Ведьма. Он побежал наверх, он сейчас будет их вырубать. Проверяем ослепы. 1.08 ослеп. 1.78. Можно заново заслепить, в принципе, кентавра потом. Но я сейчас вампирку дам. Дам вампирку, но бить не буду. Я пока прожидаю. Пусть будет. Ого! Залетело как. Я вот сейчас могу ударить, а потом ослепить. Нам же нужно ослепление здесь обновлять. Все равно 0.25 хода. Отхилялся. 5 телок отхилял. Обратно в ослепление иди. Прощай. Все, телок вернули. Вармонгер бьет вожака. Вожака тоже надо контролить сейчас. Отпора нет. Можно... А, нет. Лучше пока не бить. Там ослепление полное. Я что-то разогнался уже. А, берс сюда. 41. 15. Отлично. Да, варма еще надо раз берсить. Тут не авось выиграешь, тут реально все шансы растащить через тьму.
Так, но он сейчас его убьет, и на нем берс спадет. А, скорбь. Так, а здесь что у нас? Скорбь висит? Висит скорбь. Что мы еще можем накинуть? Мы можем регенку кинуть на телок. А нет, не можем. 2, 24. Ну, растет немножко божеместь. Телепорт. Ну, сейчас можно воскрешать, чтобы он не только телку с пальца тыкал. Потом заберсим сразу. Блин, тут циклоп без ослепа. Берсим еще циклопа. До кучи. Так, пока не бужу. На всякий случай подальше уйду от этого угла. Так, теперь. Вот эти здесь ребята берсятся. Вармонгеру берса даю. Этот того бьет, этот того. Давайте берса вармонгеру. Нужно вармонгера и кентавра свести. Вармонгера бьет. Циклопа бьет. Все дерутся. Рассей, медли, ослеп. Так, все отлично здесь пока что работает. Пока что ожидаем. Вот сюда зайду. Так, хорошо. Хотя, блин, надо телок уводить подальше. Я сейчас понял, что делать надо. Берс на 2 действия. Вообще можно и так. Блин, ну, конечно, все очень сложно здесь. Так, он здесь бьет вот сюда. Давайте я воскрес сделаю. Там на сколько ходов у меня вампирик? Надо подгадать, чтобы похиляться. Да телепортну, если нужно будет. Пока что я хожу так спокойно. Так, тут вармонгер берс на одно действие. Но он сейчас побежит туда, добежит рано или поздно. Я просто хочу перед тем, как... Невосприимчивый к заклинанию воскрешения. А, у них вампиризм же. Мне поднятие мертвых нужно для этого. Под вампиризмом я только через поднятие могу. У меня еще создание фантома есть. Можно и вот так делать. Просто хочу похиляться вампиркой, а потом... Так. Да, ману на воскрес не хочу тратить. Поднятие дешевле. Сейчас мы телок уведем. Он дойдет вот сюда. Нужно берсить кентавра, чтобы они вместе сплелись там. В принципе, регенерация не покатит. Божественная месть. Десятка. 39 кентавров уже убиваю. Не получится, походу, похиляться. Но я буду их по-другому хилять, если что. А вот куда их телепортировать? Туда телепортну, не дай бог к ним вармонгер пойдет. Сюда телепортну, да это бесполезный ход. Ну вас нафиг, с вашими советами. Я лучше себе поднятием резну. И самостоятельно уйду. Вот у меня вампирка, смотрите, я могу, в принципе, ударить. Как бы кентавра сильно близко ко мне не выкинула. Я могу сейчас ударить, захиляться с вампирки. Потом слепить опять обратно. Но маны тут не так много. Давайте без такого. Давайте пока вармонгер не ударит по кентавру, мы ничего делать не будем. Да, 614 зрителей, это что-то эпохальное просто. Так, мы ждем, в принципе. Я могу и на поднятиях здесь, знаете ли, потом подниматься. Маны только не очень много. О, можно телок бафать, но ускорение есть вообще.
Нет, бафать нельзя, у нас же свет-то стрёмный. Какой бафать? Там в чате писали бафай. Так, Берса давать. Можно пока не давать ничего. Можно пока этого гада с пальца тыкнуть, пока он идет. 6 штук убить. Ну, кровь сбить. Окей. Бьет одну телку, не очень много. Здесь мы перебегаем. Хотя можно не перебегать. 28-41 уже бью. Ожидаем. Я перебегать не буду Мегеры, потому что... Ну, вот здесь буду стоять. Мне, если что, нужно кентавра заблокировать. Стоим здесь. Ослепление 0.80. Тут Вармонгер прям ювелирно сейчас зайдет. У него, кстати, кончился тут Берс. Нет Берса. Ну, сейчас Берс будет. Главное следить за контролем вовремя. Сейчас вот чуть не продолбал опять. Да, вармом я дал Берс. Все, ребят. Не паникуем, не паникуем. Все нормально. Он разбудил. Я сейчас ослеплю их. Нет, я им Берс дам. Не надо их слепить. Задача выполнена основная. Мы свели их вместе, чтобы они драконили друг друга. Тут 2 Берса, тут 1 Берс. Стоим, смотрим. Стоим просто на расстоянии хлыста и надзираем над этим. Надзираем эту финалку. 92, ой, как хорошо. Ну а далее, в общем-то, у нас с вампиркой хозяйка ночи. Никуда не пойдем, пока тут Берс не кончится. Нельзя в ближнем бою драться с ними, пока на них Берс висит. Нам для этого нужно кого-то поднять, чтобы потом Берсы снимать. Так, смотрите. Такая тема. Берс сейчас, ну, точнее, Вармонгер бьет и умирает. А потом одно действие у кентавра. Вот пусть кентавр убьет, в принципе, ловчих тогда. А божеместь сколько, кстати, сносит? Там пишут про божеместь. 52. А можно божеместь? А можно. 14 маны. А давайте. А давайте. А почему нельзя-то? Конечно, можно. Можно отсюда уже уходить. Кристалл не нужен. Гидру думал поднять, но не стал тратить на нее время. Ой, хорошо. Дизмораль, значит, сгорит Берс. Как хорошо сейчас, что Дизмораль выпала на варме. Берс на кентаврах сгорит, по крайней мере. Сейчас под кровью божественная месть уже не столько сносит. Блин, это печально. Все-таки вариант с телкой остается актуальным. Что нужно телкой будет дамажить, а не кем-то еще. Ну, сейчас вот умрет товарищ тут. Можно кристаллом подстраховаться, но лучше реально сейчас гидру поднять, чтобы на ней реген пошел. Так, сейчас кентавр убивает Вармонгера. Мы должны быть, если что, в досягаемости. Минус. Так, вампиризм. Мы сейчас будем бить, я думаю. Но можно ослепить, чтобы ответа не было. Ну и гидру. Так, 10-15. Пока не бьем. Пока нам это не на руку. Кровь дает, вот гад. Регеним гидру. 20 маны всего лишь осталось. Ну, у него ослеп на 5 ходов. Я предлагаю сейчас вот что сделать. Мы поднимем максимальное количество. Так, 9 маны. Божеместь сколько стоит? 14. Блин. Что-то бы на 6 маны нам накастовать. Хотя, у них же там скорбь все равно. Давайте я подниму телок. И максимальным количеством телок с вампирки зайду. По ослепленным кентаврам. С руки тыкать, дальше их разбужу их. Смысл с руки тыкать, вы чё?
Карайку. Нет, там ничего, все, у нас 11 маны. Хотя можно карайку наложить реально. Надо дождаться только. Подведу гидру. Почему бы и нет? Гидра тоже будет бить. Можно вампир на гидру дать, но нет. Так, оттолкнул. Окей. Нам даже так лучше, как ни странно. Карайка это 3 нападения, но все же хоть какие-то копейки. Вампир на гидру еще можно дать. Она не будет сильно дамажить. У нас... Не очень будет. Вообще, хаосом, если пройтись. Тут уже ничего нету. Можно дополнительный реген дать на гидру на 1 ход, но это тоже бесполезно. Я предлагаю дать карайку. Пусть и маленькую, пусть и небольшую, но она может побольше дать урона все равно. С удачи хорошо! Ой, хорошо, с удачи пошло. Ой, хорошо. Так, божественная сила, ускорение. У нас одиночное ускорение. У нас на телке есть ускорение? Нет ускорения на телке. У нас оно есть. На 30. Потому что у нас перк взят еще на ускорчик. Ой, хорошо двинуло. Еще раз бьем. Ай, хороша. Берс наложили. Ай, как больно. А что так больно-то? Еба! А что так больно? Вот это трешак. Тёлка наложила берс. Вот это подстава! Так здесь и всосать можно. Офигеть, вот это интрига. И ничего нету, ни магии, ничего. Ёб твою мать, тёлка наложила берс. Вот это подстава. Стойте в дизморали, кентавры. Ебать, вот это подстава. Пизде... Чё за рофл просто? Вот это рофл просто, это чисто угар. Это просто... У меня истерика. Ребят, да это бред. Офигеть просто. Это такой лол. Это просто лол. Офигеть. Это просто эпохальное сражение. Это, во-первых, у нас 687 зрителей было. Во-вторых, вы представляете, эта тёлка бьет и берсит именно кентавра. И за счет того, что мы поднимали тёлку, и на кентавра упал именно берс, он ваншотит сразу 10 тёлок, потом еще ваншотит. Офигеть! Вот это да! Какая жесть! Вот это интрига! Настоящий сериал! Просто настоящий сериал. Интриги, скандалы, расследования. Несмотря на такую подставу в конце, я не побоюсь этих громких слов, это эпохальное сражение. На большой карте... На большой карте Лига Теней против Варвара. С таким раскладом, неравным, казалось бы, такой бой получился офигенный. На магии тьмы. Если кто-то в комментариях напишет, что из-за того, что мы проиграли бой, это хреновый бой, я кину в него дерьмом, серьезно. Это просто офигенно. Очень эпичный бой. Да, именно вот этот берс на кентавра в конце, и все, и минус тёлки. У нас была тактика, мы придерживались ее. Офигеть, клевый бой, ребят. Кто на ютубе смотрел, обязательно откомментируйте, поставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. У нас тут такой эпик творится на стримах. Просто жесть. Ну и... В общем-то, вот, все. Спасибо всем, ребят, на ютубе. Со стримом я отдельно потом попрощаюсь попозже. Ну а ютубу пока.